забыли это все. Салют, с вами Милана, и на своем канале я рассказываю обо всем, что связано с моей жизнью во Франции, делюсь своим опытом. Сегодня я хочу поделиться своими секретами, которые помогли мне и продолжают помогать не сдаваться на этом тернистом французском пути. Мне кажется, что это актуально не только для французского, это актуально для всех языков. И первый момент, очень важный, это нужно найти внешнюю мотивацию, то есть должно быть что-то, что вас будет мотивировать на протяжении всего вашего пути, и это может быть какая-то мечта, поездка в Париж, поступление в французский университет. Возможно, если вы уже живете во Франции, то это найти работу, ассимилироваться в общество, как это, например, было у меня, но так было не всегда, потому что я трижды пыталась начать заново и регулярно, стабильно изучать французский язык. Первый раз у меня практически совсем не было мотивации, так как я изучала французский язык в университете, его сама не выбирала, и я понимала, что да, хорошо бы знать французский язык, но вот какой-то мотивации, которая бы меня толкала постоянно вперед, у меня не было. Из-за этого это все как-то прошло мимо меня. Второй заход у меня был, когда я поехала на учебу по обмену во Францию, и здесь у меня уже была мотивация, но она была слабовата, я считаю, потому что у меня были курсы на английском, соответственно, студенты, которые были со мной на потоке, они говорили на прекрасном английском, не всегда прекрасном, но они говорили на английском, и они хотели его практиковать, поэтому было сложно начинать говорить на французском, когда уровень еще не настолько уверенный, и добавился ко всему этому мой бойфренд в тот момент, который говорил со мной только на английском, и у меня были какие-то слабые попытки начать говорить на французском, но как назовешь корабль, так он и поплывет, поэтому они были безуспешны. Это, кстати, до сих пор является проблемой в наших отношениях, мы до сих пор вместе, но мы говорим, наверное, сейчас 70% времени на французском и 30% на английском, но вот эти 30%, они настолько застряли в наших головах, что от них очень тяжело избавиться, и это проблема большинства международных пар. Итак, финальный заход у меня случился, когда я уже переехала во Францию, поняла, когда уже оказалась в среде, что да, моего уровня хватает на какие-то банальные вещи, ну, допустим, выйти на работу, профессионально работать, вроде бы как не очень, но, опять же, это во мне говорит мой перфекционизм, для кого-то, возможно, я говорю прекрасно, но вот лично мне кажется, что этого уровня не хватало, тогда казалось. Второй совет, который я хотела бы вам дать, это делать перерывы. Почему делать перерывы? Собственно, когда моя цель была достигнута, и я собеседование начала проходить на французском языке, когда у меня пропала мотивация, каждый раз, когда я думала, ой, сейчас урок французского, мне вообще не хотелось открывать компьютер, ну и, собственно, вот эта пауза, она помогла мне определиться с дальнейшей мотивацией, я нашла новую цель, я сейчас планирую сдать сертифицированный экзамен на уровень французского языка, я, правда, еще пока не решила, буду я сдавать либо DELF C1, либо DELF B2. Еще очень важный момент, регулярность, она важна. Когда я начинала изучать французский, я много, на самом деле, смотрела и читала информации про то, как правильно учить. Все говорят про регулярность, но за этой регулярностью стоит где-то там за спиной тенью выгорание. Это очень важно делать маленькие перерывы, и вот здесь вытекает плавно третий мой совет, это менять фокус. Что я имею в виду? То есть, например, французский язык, он очень коварный, то, что мы пишем и то, что мы слышим, это совершенно разные вещи, и здесь, например, очень важно делать грамматические задания, писать какие-то сочинения, тексты, да, не всегда хочется это делать, но без этого никуда, и тут важно поменять фокус. Вместо грамматических заданий можно, например, посмотреть YouTube-ролик, вот я очень советую просто вбивать в поисковой строке story time, и не знаю, там, и обязательно вылезет какая-нибудь история на 30 минут. Можно найти какого-то блогера, там, связанного с путешествиями, с модой французского, тоже так периодически его посматривать. Можно читать какие-то статьи, можно просто открыть, не знаю, там, Космополитен или элементарно, не знаю, Emily in Paris, хотя на самом деле озвучка в Emily in Paris на французском это просто ужас. Еще один очень важный совет, это относится не только к французскому языку, я думаю, что это подходит вообще ко многим ситуациям по жизни, это не сравнивать себя с другими.
английскими. Это очень демотивирует, у каждого свой индивидуальный путь, нужно учитывать, что у всех разные способности к языку изначально, у всех разные обстоятельства, у кого-то дети, у кого-то работа, я настоятельно рекомендую не сравнивать, и как только кто-то вам говорит, что он выучил там язык за 2 месяца, пожалуйста, не слушайте. Еще очень важный лайфхак, который мне помог не сдаваться и продолжать регулярные занятия, это преподаватель. Очень важно найти своего преподавателя, который будет вас заряжать. Что я имею в виду? Для меня очень важно после занятия ощущение эйфории, такое вот воодушевление, и как будто хочется продолжать весь день говорить на французском. Второй момент в преподавателе — это умение, талант объяснять. Вот это 2 момента, по которым я выбирала преподавателей, и у меня есть 2 преподавателя, которых я могу порекомендовать. Я оставлю их ссылки на Инстаграм в описании к этому видео, поэтому если вы вдруг ищете преподавателя, вот рассмотрите их. Это чисто моя рекомендация, я даже им не говорила, что я вот буду их рекомендовать. Еще один лайфхак, который мне очень помогает, это, например, в моментах эйфории, да, после занятия, я делаю все, что я не люблю. Например, я не люблю писать сочинения, и в этот момент мне очень помогает вот на этом воодушевленном чувстве написать это сочинение и про него забыть, а потом, допустим, просто, не знаю, смотреть фильмы, слушать музыку, просто даже пытаться мыслить на французском языке про себя, и вот это мне гораздо приятнее, чем писать сочинение, поэтому все нелюбимое я делаю на вот этой эйфории. Ну и последний лайфхак, которым я хотела бы с вами поделиться, это замечать свой прогресс. И когда ты достигаешь какого-то определенного уровня, как это случилось у меня, то тут уже сложнее замечать, что ты говоришь лучше, потому что в целом ты уже говоришь свободно, и в этот момент появляется ощущение стагнации, соответственно, от этого может пропасть мотивация. Как эту проблему решила я? Например, мы недавно переехали в новую квартиру, и я поняла, что я, например, не знаю, как сказать, плитка, шилка для полотенец, ну, какие-то, в общем, элементарные вещи в квартире, которые меня окружают, я не знаю их названий. Я просто взяла и выписала эти слова в словарь. Сразу скажу, я просто их выписываю, я их никогда не сажусь и не учу, но это дало мне понять, у меня появилось ощущение, что да, я что-то сделала новое, я что-то новое узнала. Ну и в заключение моего видео я хотела бы сказать, что если вы учите иностранный язык, поверьте мне, что все носители языка, они допускают ошибки, так же, как мы в русском языке, и французы, они допускают ошибки, и на письме я очень много раз замечала, когда они пишут совершенно безграмотно, и это образованные люди, да. Не зацикливайтесь на том, что вы говорите неправильно, убирайте все эти перфекционистские мысли, просто говорите, действуйте, и все обязательно получится, терпение и труд все перетрут. Вот, я надеюсь, что это видео вам было полезно. Если да, то можете поставить мне лайк и подписаться на мой канал, я буду очень рада. И пишите комментарии, что вы думаете по поводу моих советов, может быть, есть какие-то советы у вас, я буду очень рада почитать. И à bientôt!